Эй, ты! Разворачивайся! Медленно! Что? Что? Тебя не ликвидировали? Ничего личного, приятель, но... Твою мать, мужик! Так, ладно, что мы имеем? С одной стороны, все более новые подробности об организации и ее сотрудниках, а с другой стороны, Лая. Лая, которая уже с буквально раздражением и слезами на глазах кричит о том, чтобы я ни в коем случае не лез в дела организации, иначе там меня ждет только смерть. Не, ну а что тут можно на это сказать? А ничего, что у них ребенок с мужицким голосом работает? Это, блин, интересно. Только ради этого можно погибнуть. А еще это Аса, женщина, которую, если верить Лае, в организации ненавидят почти все сотрудники. Как говорится, очевидно, мы хотим знать больше. Поэтому всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы знакомимся, хоть и не напрямую. Да, сотрудники организации, очевидно выполняющие не последнюю роль в карьерной лестнице, обсуждали не просто многое, а самое интересное. Например, первое, изначально про Лолошку даже не знали и думали, что я в скафандре это тот, за кем они охотятся изначально. А охотятся они за каким-то там эльфом. Вот почему Лая удивилась, что я называю себя Лолошкой. Второе, они упомянули, что в бункере установлены какие-то фильтры временных частиц. И, судя по всему, это тот самый антискинт. Черт возьми, кто владелец этого бункера, если у него настолько обширные знания? И, наконец, третье. Обычно в каждой линии всегда что-то идет не так. Но в этой линии не так идет все. Поэтому будут предприняты дополнительные действия. Какие действия, пока непонятно. Короче, на данный момент очевидно, что жизненные позиции, если так можно сказать, у Лаи и Лолошки начали все больше расходиться. Она из-за того, что слишком много знает, ничего не хочет рассказывать, а я из-за того, что знаю практически ничего, хочу узнать еще больше. Такой вот парадокс. Не, я как бы понимаю, что она от чего-то меня хочет огородить. Типа, она уже сказала много раз, те, кто знает об организации дофига, живут примерно нифига. Но блин, мне как будто эта информация в любом случае нужна, чтобы попытаться выжить. Короче, я просто беру и иду к ней. Да, я без лишних слов. Как говорится, пронус. Замечательно. И... блин, ну конечно же ее не будет. Нет, 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 Лая. Черт, ну где же мне теперь искать ее? Блин, и правда. Наш предыдущий диалог завершился не на самой лучшей ноте. Она написала Малус и все. Очевидно, что рано или поздно она вернется, потому что... а где ей еще жить, верно? Может быть, она оставила что-то? Нет, тут по классике. Здесь у нас... Так, ладно. Посмотрим. Пока Лаи нет, могу заняться структурированием информации. При ней это делать как-то неловко, что ли? Посмотрим, посмотрим, что тут вообще есть. Надо, наверное, убрать всякое лишнее. О, нифига. А я думал, что мы будем кучу-кучу досок ставить, и их все больше и больше будет появляться. Но нет. Лишнее будем убирать. Я так понимаю, сейчас мы там уберем про антенну, про крафт антенны. Да, так-то лучше. А теперь самое главное. Все-таки Лая. Что это вообще была за реакция у тебя такая, а? Наорать на меня и убежать? Серьезно? Я, конечно, рад, что я здесь не в полном одиночестве и что здесь есть кто-то, кто на моей стороне. На моей же, вроде бы, да? Но практически каждый диалог с Лаей вызывает у меня больше вопросов, чем ответов. Серьезно, какой смысл на меня обижаться, если я просто хочу понять, что здесь происходит? А она при этом не дает мне никаких нормальных объяснений. Даже про конец времени ничего толком не рассказала. А ведь обещала, кстати. Я не понимаю, почему она не хочет делиться со мной информацией, которая буквально необходима мне для выживания. Как я могу покинуть эту линию и вернуться к друзьям, если я до сих пор даже не понимаю, что мне угрожает? Я подарил ей убежище, а она в ответ начала сыпать на меня оскорблениями. Из-за того, что якобы я мироходец. Ну обалдеть теперь! Это же нечестно! А ведь серьезно, какой вообще мне смысл ей помогать, если она со мной почти ничем не делится? Так, ладно, Лолошка, не туда. Спокойно, спокойно.
Лая все-таки пока что единственный человек во всем Архее, который не пытается меня убить. По крайней мере, нарочно. Но не уверен, что даже если я дождусь ее возвращения, я смогу добиться от нее хоть что-нибудь. Что же означает конец времени? Время же при этом идет. Окружение меняется, ночь сменяет день. Лая успела произнести, что мои представления о времени очень упрощенные. Но кто может мне в этом помочь разобраться? Ну кто, кроме самой Лаи? Тут же вообще никого больше нет. Только Лая и эта долбаная организация. И, кстати, сейчас все действительно выглядит так, будто, проследив за организацией, я могу получить намного больше, чем пытаясь наладить контакт с этой Лаей. В конце концов, в прошлый раз вроде так и произошло. Но я не понимаю, что мне делать дальше. О, ух ты. Дождаться возвращения Лаи, вернуться в бункер и попробовать дождаться кого-то из организации? Фига себе выбор. Ну не знаю, блин, честно признаться, я бесконечно много хочу верить в сюжетную броню, но в то же время мне так много уже намекает, что она не работает. Такое чувство, что если я буду слишком долго с этим заигрывать, Лолошка пропадет как персонаж. Ну, я как бы не верю в это, но какие-то уж слишком больно большие намеки начали появляться на это. Ладно, я реально попробую к организации пойти. Я реально попробую, да. Ладно, Лолошка, в прошлый раз же мне удалось остаться незамеченным. Ну, практически. Значит, в этот раз тоже должно повезти, верно? В любом случае, я всегда смогу сбежать в карманное измерение, и мне никто никогда не навредит. Во всяком случае, если я все сделаю быстро. И если заряда костюма будет достаточно. Офигенный план. Разве нет? Да, я хотел сказать, Лолошка, отличный план. Вообще ни капли не рискованный. Ах, черт. Ладно, все-таки я действительно пойду в бункер. Опять. А чё у тебя мозги-то просели? Куда? Не надо. Сам придумал, блин, сам паник. Прежде чем куда-то топать, прежде чем куда-то ехать, проверяем, что у нас здесь. Ух ты, блин, а. Так, получается, мы теперь можем по цепочкам смотреть, куда что идет. Вот это Архей. Что произошло после моего ухода из Архея? Куда пропала завеса и когда она пропала? Куда делся Скинт в Архее? О, это, кстати, интересно. Иоганнес видел Тадмавриэля? Кто знал, что будет конец света? Если Иоганнес построил бункер, знал ли он про надвигающуюся катастрофу? Что случилось с церковью очищения? Это очень интересные вопросы. Так, погоди, а здесь? Организация. Синклит. Что это? Вообще Синклит упоминался только, получается, Лаей. Она говорила, что шла по какому-то проклятому Синклиту. Если мы загуглим это слово Синклит, то получим собрание заседания. Собрание высших синовников. Это мне мало что дает, но, видимо, это связано с каким-то судом, с чем-то очень высшим в организации. Далее у нас идет штурмовики-сиделки. Штурмовики — это, получается, те, кто работают в линиях, а сиделки — это те, кто работают с документами в организации. Отдел учета следят за выжившими, служба безопасности. Контроль внутри организации? То есть, получается, внутри организации следят за организацией. Не, ну в целом звучит логично, да? Чтобы там никакой фигни не сделали. Лая была штурмовиком? А ведь, кстати, получается, так и есть, скорее всего. Отдел исполнения решений. Непосредственно пытаются убить меня. Ребенок работает тут. Почему они занимаются этими убийствами? Что за линии? Что значит отвязаны от времени? Блин, как много вопросов. Это так круто. Давай-ка, наверное, обязательно экстренный аккумулятор используем. Далее, без лишних слов. А ну-ка, подожди. Сейчас. Малу. А теперь все, что мне остается, вернуться в бункер, верно? Блин, на самом деле, вот этот выбор, типа, остаться и ждать Лаю или пойти в бункер, он такой пугающий. Типа, как будто я сделал не очень хороший выбор, верно? Может быть, надо было подождать? Черт. Ну, что сделано, того не воротишь, как говорится. Железо, кстати, заберем. В машину садимся. Обязательно. Давай, заводим. Хорошо. И... Ой, хорошо, что погода хорошая, блин. Это вот прям радует. Никакие призраки, никакие токсичные дожди. Мне бы, конечно, аккумуляторов побольше, но в целом здесь пока тоже нормально. В машине много топлива. И... дронов, какие-то патрули. Пока вроде бы не видно, и на том спасибо. Кстати, подожди, а патроны я взял? Да, патроны, если что, есть, все окей. И вот я снова здесь. Давай-ка сразу припаркуемся вот прям тут. Ребенок говорил, будут предприняты дополнительные действия. А что за действия-то? Всем здравствуйте.
Я реально могу вот так спокойно заходить каждый раз. Господи, почему все так просто? Я не верю. Это слишком опасно. Как будто, знаете, на самом деле, они играют со мной. Ой, слушайте, давайте сразу нагрудник. Обязательно зарядим. Так, да. Лучше подзарядить скафандр, пока есть такая возможность. А вообще, такое ощущение, будто бы здесь никого и не было. Все выглядит так, как я и оставлял. Как и во всем городе. Угу. Но скафандры никто не трогал. Мы помним, что они разобраны. Мной причем разобраны. Скафандра сейчас обязательно дождемся. А уточки... Блин, кстати, надо было уточек взять, разместить здесь. Мне правда кажется, что я еще вернусь в этот бункер, поэтому я хочу расставить здесь всех уточек. На всякий случай проверим, что у нас здесь. Подожди. Эй, серьезно? Они что, даже чисто из интереса ничего не трогали? Как так-то? Что, интересно, за обыск такой был, если все на месте лежит? Это же скорее какой-то осмотр. Или же они специально замели следы, чтобы я не знал, что тут кто-то был. Но какой смысл? Они ведь наверняка знают, что я их видел. Не, ну слушай, мы уже поняли, что организация умеет заметать следы, поэтому, ну, как будто замели, да. Типа потрогали, посмотрели и положили все так же, как было. Умные, блин! Реально умные. Давай-ка на всякий случай пройдемся здесь. Может быть, что-то найдем, какая-то карточка, может быть, что-то, что они обронили. Не? Здесь улучшение, исследования. Ну, тут то же самое. Сами исследования при этом точно такие же, которые были. О, полечились, это хорошо. Здесь он... Почему у меня каждый раз 5 очков генома? Что это за дурацкий визуальный баг? Я же знаю, что у меня не столько. Я потрачу буквально 1, здесь все поменяется и станет 0. Но я могу, например, вот, убирает урон от падения с 6 блоков и меньше. Ой, кстати, это прикольно. Давай. Все, видите? Очки генома 0. Зато я теперь могу прыгать с высокой высоты, и все будет хорошо. Чтобы прям наверняка, привет, уточка. Видите, построить новую комнату. Что вы хотите сделать? Мне разработчики сказали, что с этой уткой на самом деле можно говорить, о чем я захочу. Понятно, что нужно подобрать какие-то правильные слова, но они мне вот что проспойлерили. Я могу написать скинт. Тот самый скинт, о котором столько вопросов. А ну-ка. Скинт — это мистические кристаллы, упоминающиеся в архейских летописях в период пробуждения. Что вы хотите сделать? Да ладно. Это... Я получил... Ответ? Это нормальный ответ. Слушайте, ребят, если вы хотите, чтобы я что-то задал, пишите в комментариях. Так, подожди, я сейчас, знаете, я сейчас выпрошу еще хотя бы один вопрос. Итак, я узнал еще. Я могу спросить, сколько сейчас времени? Это хороший вопрос. Так, сколько время? Ошибка. Параметр не найден. Что вы хотите сделать? Параметр не найден? Блин, что насчет, если я спрошу население? Население города Силанхва составляет... Поиск. Нет данных. Что вы хотите сделать? Ну да, этот вопрос я уже помню, когда-то задавал. Ну прикольно, то есть если я вот найду какие-то такие слова, которые затриггерят ее скрипт, пишите об этом, пожалуйста, в комментариях, ребят, вот правда, пишите. Так, погоди, а я в итоге выбраться-то отсюда могу? То есть я реально могу выходить сейчас из бункера? И сейчас у нас даже ночь. А какого черта? Мне говорили, точнее, ладно, не мне. Я слышал про какие-то дополнительные действия. Про то, что якобы что-то произойдет, а в итоге вообще по нулям. У нас ни дрона, ни каких-либо опасностей. Здесь вроде абсолютно все то же самое. Ну да, заметать следы-то они умеют, это мы знаем. Но не настолько же, чтобы я как будто совсем кретин. Тихо. Дроны. Так, дроны там летают. Не знаю, надо ли мне на них натыкаться. Слушай, машина. Знаешь, что я хочу сейчас сделать? Зараженная утка, иди сюда. О, коллекционный предмет. Подожди, что, я его первый раз беру? Серьезно? И раз уж я могу сейчас зайти и выйти из бункера вот так вот... Я не знаю, на пофигу. Гоу, съездим за другой уткой. У меня сейчас складывается ощущение, что я просто должен был в бункере что-то найти, но из-за того, что я это не нашел, сюжет просто не продолжается. Но это, кстати, нам даже на руку. То есть мы можем немножко... Не то чтобы потянуть, мы скорее можем выполнить офигеть какую качественную подготовку. Так, все, машина. Вот, находим гараж. Обязательно открываем. Сразу же, наверное, закрываем. И утка, привет!
Ай, да хорош, утка-панк. Может быть, я, кстати, могу здесь что-то взять? О, подожди! Раз уж сюжет у нас пока не продолжается, а что если сделать экстренный аккумулятор? Вы понимаете, что сейчас я повелитель времени? Пока я что-то не нашел в бункере, я могу не бояться за сюжет. Вещи у меня, правда, не здесь, а опять же в бункере. Но вот этот дом я, по-моему, не исследовал. Сейчас, может быть, найдем тут что-нибудь интересное. Те же там экстренные аккумуляторы. Может быть, даже не будем крафтить. Не, что-то как-то не особо. Слушай, а давай на всякий случай, знаете, что еще сделаем? Пропишем бронзу. Угу. Эй, привет. Лая, вернулась, не вернулась? Здесь, может быть, что-то оставила? Все надо проверять. Я понимаю, что сейчас это, знаете, тот самый момент сюжета, где либо я могу что-то упустить, и в будущем многие будут жаловаться, что я что-то упустил, либо я что-то найду, и все будут радоваться, что я это не упустил. Эта дверь, кстати, никак не открывается. Как бы я ни пытался, но она не поддается. Видимо, забаррикадировалась. Все эти дома мы, короче, уже исследовали. Ну ладно, машина. В любом случае у нас появляются две уточки. Я думаю, не зря мы их взяли. Заводимся, садимся и очень аккуратненько, не тратя кучи топлива, доезжаем. Мне почему-то кажется, что сейчас я могу даже дронов поубивать, и ничего такого не произойдет. Сейчас вот если встретиться, я попробую. Тихо. Давай как-то очень аккуратненько. Дроны! Знаю, что вы где-то здесь. Как назло, просто ни одного. Мы же слышали. Реально, ни одного дрона. Просто все исчезли. Как так? Ладно, не тянем резину. Сейчас машину оставляем где-нибудь вот здесь. Хорошее место. Как будто можно легко, если что, удрать. И возвращаемся в бункер. Я тут хожу как свой. Это просто, это сюр какой-то. Это реально сюр. Нагрудник скафандра. Сюда. Уточка, давай-ка сразу. Сюда. И утка-панк. Йо, пошел процесс. Ну-ка, зараженная утка. Несмотря на неопрятный внешний вид, очень хорошо очищена. Понятно. Утка-панк. Ей пофиг. Понятно. Я очень надеюсь, что за этих уточек потом в будущем что-то дадут. Типа, сколько у меня их? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вот если на 9-ю и 10-ю мне что-то дадут, типа там на 10-ю, как юбилейная, то будет приятно. Здесь у нас ничего не поменялось. Вот они реально просто посмотрели, покумекали тут. И все, оставили как было. А, кстати, а может быть мне реально нужно тупо все модули пройти? Здрасте, здесь тоже ничего не трогали, утиль-сырье. Никакая записочка, может быть, там, документик. Вот знаете, я просто значок ведь также нашел. Он просто валялся. Наверное, самое приятное, что я здесь могу видеть, это не поломанный бункер. Сколько я здесь находился, он ломался каждую серию точно. Сейчас я не нахожусь здесь уже кучу времени, и он не ломается от слова совсем. Давай-ка вот здесь еще проверим. Моя кухонная зона. Да ты вы бросьте, ну правда ничего не будет. Здесь они, короче, вообще ничего не оставили. О, кстати, а что насчет слайма? Эй, привет. О, живой, слайми! Приветики! Ай, как давно не виделись. Слушай, ну у тебя не то чтобы что-то поменялось, верно? Блин, а ведь и правда давно не виделись. Давай, иди поглажу. Все, до свидания. О. Так. А если мне вообще все это просто померещилось? Вдруг это были помутнения рассудка? Черт, ужасное состояние, когда не можешь доверять самому себе. Так. Ладно. Остаться здесь или вернуться в другое убежище? Или же пойти самому их искать? Нет. Столько выборов, что каждый из них кажется абсолютно неправильным. Может быть, я Ой... Все-таки вернулись. Так, кто это? Ой, боже. Черт возьми. А вот это уже очень-очень интересно. Это что, стелс-миссия? Да, стандартное ПО. Такой же, как и во многих других. Ой. У него значок какой-то. Ты, и зачем ему столько? Ты про скафандры? Понятно. Так просто не отодрать обшивку. Эх, уязвимые бы места найти. Эх, сколько же мутатени. Зачем меня вообще сюда отправили? Господи, это еще кто такой?
В прошлый раз его тут точно не было. Что он тут делает? Зачем ему моя обшивка? Так, ладно, Лолошка, тебе просто нужно проследить за ним. Выглядит вроде он не особо опасно, так что... да. Серьезно? Ты... реально? Я думал, мы просто уйдем. Блин. Не знаю, взять. Давай, наверное, скафандр заберем. Ой, блин, ненавижу стелс-миссии, когда все зависит только от игрока. Куда ты пошел-то? Наверное, налево, потому что здесь комната самая ближайшая. Вон он. Вон он, вон он. Но он один, только я не знаю, а придет ли кто-то еще. Что ты делаешь? Ой. Что? Прям настолько? А что ты вышел посреди комнаты-то, дурак? Резко напасть на неизвестного? Попробовать поговорить с неизвестным? Что? Вот это выборы в этой серии! Это какие-то прям ультра-ключевые выборы. Продолжить наблюдать за неизвестным. То есть я реально могу поговорить? Я как бы понимаю, что либо я сейчас иду ва-банк и все еще продолжаю надеяться на сюжетную броню и так далее, либо я... Ну, я не знаю, я просто не хочу ждать лаю. Резко напасть на неизвестного я тоже не хочу, очевидно. Поэтому либо наблюдать, либо поговорить. Блин, я знаю, как меня сейчас будут все ненавидеть. Я хочу, да, поговорить. Эй, ты! Разворачивайся! Медленно! Что? Что? Тебя не ликвидировали? Какого? Нет, не ликвидировали. Даже не думай. Приятель, ты... Тихо, тихо. Я просто хочу поговорить. Да, ага, да, но оно и видно-то. Слушай, брат, я здесь просто по работе, ты же сам понимаешь. Отвечай на вопросы. Зачем ты здесь? Брат, я же сказал, я просто делаю свою работу. Ничего личного, приятель, но... Эй! Твою мать, мужик! Это... Мужик, брат, я... Мужик, ты же поговорить хотел, да? Давай поговорим, я не против. Давай поговорим, хорошо? Отлично. Кто ты? Что ты здесь делаешь? Брат, я изучаю материалы, из которых был сделан этот бункер. Говори дальше, почему ты их изучаешь? Потому что это моя работа. Серьезно? Для чего ты изучаешь мой бункер? Потому что мне поручили. Ты... Серьезно, хватит! Ты можешь нормально мне ответить? Брат, мужик, я нормально отвечаю. Что я должен тебе сказать? Не знаю, может быть что-нибудь более информативное? Ну и... Стоять! Слушай, ты приятель, ну пожалуйста. Я не знаю, как тебе ответить. Да меня о таком даже не инструктировали. Меня вообще не должно быть здесь. Я не должен работать в стертых ветках. Что еще раз? Каких еще ветках? Ну мужик, я просто подменяю коллегу. Давай, может быть, ты с ним разбираться будешь, не со мной. Чего? Да, я тебе клянусь. Мне вообще скоро на пенсию. Что за... Какая пенсия? Что ты несешь? Давай быстро, отвечай, где находится ваша организация. Почему вы всех убиваете? Что произошло в Архее? Друг, ты уж извини, но я обязан доложить начальству, что... Не двигайся! Отвечай на мои вопросы, просто на мои вопросы. Сколько вас здесь? Да мне же за такое даже не платят. Ну зачем? Зачем я согласился выйти в эту смену? Слушай, отведи меня в вашу организацию. Отведи к своему начальнику. Или пусть этот начальник придет сюда сам. Без оружия. Вызови его. Да, хорошо, мужик. Отведу. Я отведу тебя в головной офис. А там, конечно, делай, что хочешь. Только опусти свою пушку, ага. Сейчас. Мне только нужно кое-что взять отсюда, чтобы мы могли совершить прыжок. Ни хрена себе. Вот это реально сюжетный поворот. Типа, я чего угодно ожидал, но не такого прям диалога. И знаете, у меня ощущение, что он сам не вдупляет, что происходит. Как будто это какая-то машина-человек. Заставить неизвестного вызвать сюда своего начальника, довериться неизвестному и совершить прыжок. Это писец. Куда сюжет полетел? Куда полетел? Я боюсь сделать выборы.
Вот 25-я серия, да? Это же 25-я серия, правильно? Чё она такая с выборами? Офигеть, какая огромная. Я тут, блин, мучаюсь над одним, а мне уже 3-й или 4-й суют. Ну, окей, я вообще так понял, он как будто реально не вдупляет, что происходит. У меня ощущение, что он не то чтобы меня обманет, хотя, блин... Сейчас достанет какую-то штуку. Хотя, с другой стороны, ну чё он вызовет своего начальника, да? Ну, вызовет, а тот придет с оружием. Или придет с какой-то, там, подкреплением. Я, наверное, лучше доверюсь. Да, потому что так намного быстрее. Погнали. Да, сейчас. Мужик, ты только давай там реально без пушек, ладно, и... Я просто не могу позволить, чтобы меня уволили, когда до пенсии рукой подать. О, черт! Что? Что происходит? Я вернулся? Я вернулся! Это мой шанс! Наконец-то! Я могу выбраться отсюда! Так, срочно! Нужно понять, куда бежать! Что? Это пустошь! Это вневременная пустошь! Это же место, где обитает смотрящий! Черт возьми! У меня сейчас такие мурахи по коже! Так, ладно, вневременная пустошь, что ты такое? Я первый раз могу здесь ходить. Точнее, я могу впервые здесь ходить и не зависеть от какого-то другого сюжетного персонажа. Писец, я в шоке. Я в шоке от такого поворота событий. Вневременная пустошь. Эй, смотрящий! Смотрящий, ты здесь? Я могу здесь с тобой говорить. Я знаю, что ты имеешь голос. Ну, по крайней мере, здесь. Эй. Куда я? Он меня кинул? А где тот мужик? Что происходит? Куда мне надо? Черт, знаете, такую бы мне скорость, как в финале Сердца Вселенной, когда я бежал супер быстро. Я не понимаю, я что, бегу недостаточно быстро? Черт! Неужели я застрял здесь? Эй! Кто-нибудь! Джон! Смотрящий! Кто-нибудь, пожалуйста! Ну, пожалуйста! О! Смотрящий! Смотрящий, пожалуйста! Эй! Смотрящий. Вон он. Черт, это так интересно. Ты же можешь говорить здесь, правильно? Где мы? Куда ты уходишь? Ну, пожалуйста, не надо. Так, кстати, вообще у меня скафандр есть, и в этом месте, вы заметили, нет никакой заразы. То есть я могу не носить здесь скафандр. Смотрящий, я потерял тебя. А, вон он. Все. Пожалуйста, не надо. Скажи что-нибудь. Да что ж ты такая зараза делаешь-то? Ну вот и куда ты? А, вижу. Сейчас, главное, чтобы у меня сытость максимальная была, но еды у меня тут навалом. Эй. О, старина, наконец-то! Куда я влип в этот раз? Ты все еще привязан ко мне. Что? Что это значит? В плане привязан? Тебе придется принять решение, которое ты уже принимал. Что? Подожди, но я не понимаю. Что он делает? Что это? Что это было?